Иран пообещал вознаграждение в $30 тысяч за убийство или взятие в плен американских военных. Адмирал Брэд Купер посетил авианосец «Авраам Линкольн», чтобы лично проверить жалобы на нехватку еды, воды и отдыха. Трамп приказал уменьшить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи, чтобы лишний раз не злить Ким Чен Ына. Президент Бразилии Лула да Силва начинает свою последнюю предвыборную кампанию и претендует на 4-й президентский срок. В Китае поезд на магнитной подушке разогнался до 800 км в час всего за 5 секунд. Прощание аиста. Тысячи птиц собираются в Киевской области, и такого зрелища не видели даже старожилы. В США прошел необычный конкурс за звание самой уродливой собаки мира. Кто стал победителем и какой денежный приз получили хозяева? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер посетил авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море, назвав его нынешнее развертывание одним из самых сложных и важных с оперативной точки зрения в современную эпоху. Визит состоялся в рамках 10-дневной поездки Купера по Ближнему Востоку, в ходе которой он также провел встречи с военными и гражданскими руководителями стран региона. Авианосец вышел из Сан-Диего в ноябре 2025 года для плановой миссии в Тихом океане, однако впоследствии был переброшен на Ближний Восток для участия в операциях США против Ирана. К августу корабль провел в море более 240 дней, практически без заходов в порт, установив рекорд продолжительности такого развертывания для ВМС США. Обычно американские авианосцы заходят в порты примерно каждые от 30 до 45 дней. Однако экипаж Авраама Линкольна месяцами остается в море. На борту находится около 5000 военнослужащих, и родственники моряков с весны сообщают о нехватке продовольствия и свежих продуктов, перебоях с водой, проблемах с сантехникой, кондиционированием и почтой. По данным американских СМИ, экипаж также несколько недель не мог пользоваться стиральными машинами, а полноценного отдыха после длительного пребывания в море практически не было. К августу особую обеспокоенность вызвало психологическое состояние военнослужащих, а сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона объяснений по поводу условий службы, качества воды, неисправностей и вопросов безопасности. При этом американское командование продолжает считать развертывание авианосца важнейшим элементом операций США на Ближнем Востоке, несмотря на растущие вопросы к условиям, в которых экипаж выполняет эту длительную миссию. Вчера мое пребывание на борту авианосца «Линкольн» было впечатляющим. Я бы хотел, чтобы каждый американец мог увидеть экипаж в действии. Вы бы сияли от гордости, наблюдая за их товариществом, командной работой и стойкостью. Вот важный факт. Из 11 действующих авианосцев США на Линкольне в настоящее время зафиксировано одно из наименьших количеств случаев, связанных с психическим здоровьем. Это не значит, что все идеально. Найдите любого из почти 4 миллионов ветеранов ВМС в Америке сегодня, и они, скорее всего, скажут вам, что служба и длительное пребывание в море подходит не всем. Это уникально сложно и тяжело, и каждый из нас, включая меня, реагирует на стрессовые ситуации по-разному. Я давно считаю, что психическое здоровье – это еще один аспект, требующий нашего внимания так же, как физическое и духовное здоровье. Я приветствую руководство авианосца, особенно старших сержантов в офицерской столовой, за то, что они взяли на себя ответственность и сделали психическое здоровье и устойчивость экипажа приоритетом. Всем нашим морякам и морским пехотинцам на борту корабля. Продолжайте в том же духе попутного ветра и спокойного моря на пути домой. Командующий Брэд Купер. Иранская армия объявила денежное вознаграждение за убийство или захват американских военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий иранской армией Амир Хатами. По его словам, решение было принято в ответ на многочисленные обращения иранцев, выразивших желание финансово поддержать подобные действия. Средства для выплат планируют привлекать за счет пожертвований и запросов граждан. Заявление генерал сделал на церемонии чествования журналистов, где призвал войска США покинуть регион, утверждая, что Вашингтон больше не способен восстановить прежнее военное присутствие и свободно действовать в Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе. Хатами также заявил, что иранские снаряды по крайней мере один раз попали в авианосец «Авраам Линкольн» и временно нарушили его операции. Напомним, предыдущие подобные заявления Тегерана Соединенные Штаты опровергали. Кто бы ни был нашим дорогим комбатантом, кто убьет или захватит американца или передаст его любому из подразделений армии Исламской Республики Иран при поддержке тех самых людей, которые желают участвовать в финансовом джихаде. Но под гарантией армии, наряду с великой наградой за джихад, мы предоставим ему достойный подарок. Этот подарок эквивалентен $30 тысячам, примерно 5 миллиардам таманов. Конгрессмен-республиканец Дон Бекон заявил, что Дональд Трамп создавал ложные ожидания в первые дни войны с Ираном. По его мнению, частые обещания Трампа заключить соглашение с Тегераном не подготовили американцев, и особенно американских военнослужащих, к более длительной борьбе.
Конгрессмен заявил, что Трамп недостаточно четко донес это послание до американцев, а также легкомысленно отнесся к вопросу доступности цен. Но Бэкон также заявил, что Трамп ошибочно легкомысленно отнесся к длительному развертыванию авианосца «Абрахам Линкольн», из-за которого члены семей военнослужащих, находящихся на борту, беспокоились об их психическом состоянии. Я знаю, что этой осенью вы не баллотируетесь на переизбрание, конгрессмен, но если говорить о промежуточных выборах, то помогают ли президенту и республиканцам на предстоящих выборах его объяснения причин роста цен на бензин по всей стране? То, что касается бензина, я пока не буду объяснять. Скажу о другом, я считаю, что в предыдущие месяцы, на начальных этапах этой кампании против Ирана, он, возможно, создавал ложные ожидания, говоря: «Мы заключим сделку завтра, мы заключим сделку завтра». Но этого не произошло. Это будет более длительная борьба, и, думаю, ему необходимо было сформировать реалистичные и честные ожидания. Иран убил около 1000 американцев. Он был и остается ведущим в мире экспортером терроризма. Фактически около 600 американцев были убиты в Ираке преимущественно с помощью тех чрезвычайно опасных придорожных взрывных устройств, которые Иран производил и отправлял террористам в Ирак. И я просто считаю, что президенту было важно честно сказать об этом американскому народу. Это будет тяжелая борьба, и мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие. Я не думаю, что мы должны позволять Ирану убивать 1000 американцев. Вероятно, это следовало сделать уже давно, но я считаю, что в начале этой войны он представил все так. Это будет легкая борьба. Мы быстро закончим, это займет месяц, 2 месяца. Хорошо, мы заключим сделку уже завтра. И я думаю, что эти ложные ожидания ему навредили. Они также негативно сказались на общественной поддержке того, что мы пытаемся здесь сделать. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что поручил министру обороны Питу Хексету существенно сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, поскольку они подают враждебный сигнал КНДР и являются дорогостоящими. Глава Белого дома выразил недовольство тем, что Вашингтон тратит значительные средства на проведение этих мероприятий, а также упомянул, что обращался к президенту Южной Кореи с предложением присоединиться к операции США в Иране, но получил отказ. Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединенные Штаты уже давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. Эти учения не только дорогостоящие, причем значительную часть расходов, как обычно, оплачивают Соединенные Штаты, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая с тех пор, как Трамп является президентом, не угрожала нам и демонстрировала уважение. Поэтому, учитывая, что отменять учения уже слишком поздно, я поручил министру войны Питу Хексету существенно сократить масштаб совместных военных учений. В некотором смысле это не связано с предыдущим, но недавно я спросил президента Южной Кореи, хочет ли его страна присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран. И он ответил: «Нет, спасибо. Благодарю за внимание к этому вопросу». Северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил намерение Пхеньяна углублять отношения с Москвой на фоне укрепления военного сотрудничества между двумя странами. В ответ на поздравление Владимира Путина с 81-й годовщиной освобождения Кореи, Ким заявил о готовности продолжать развитие двусторонних связей. Путин, в свою очередь, отметил, что отношения России и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. А Москва и Пхеньян координируют усилия в сфере региональной безопасности. В эти же дни Ким Чен Ын посетил Пхеньянскую башню освобождения и возложил венок в память о советских солдатах, погибших в боях против Японии во время Второй мировой войны. Северокорейское телевидение также показало его визит на кладбище революционных мучеников и к памятнику участникам борьбы против японского колониального господства. Укрепление связей Москвы и Пхеньяна вызывает международную обеспокоенность, поскольку Северную Корею обвиняют в поставках России ракет и боеприпасов для войны против Украины. На этом фоне президент Южной Кореи Ли Джэ Мён призвал Пхеньян к переговорам и заявил о необходимости заменить действующий режим перемирия на Корейском полуострове полноценным мирным соглашением. При этом отношения между двумя Кореями остаются напряженными. Ким Чен Ын отказался от курса на объединение, назвал Южную Корею наиболее враждебным государством и распорядился усилить оборону на границе. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва начинает свою последнюю предвыборную кампанию и претендует на 4-й в жизни президентский срок. Первые 2 были еще в начале нулевых годов. Затем Лула успел посидеть в тюрьме по обвинению в коррупции. Затем приговор был отменен, и в 2022 году Лула да Силва стал президентом в 3-й раз.
Первый митинг проходит на стадионе 1 мая в Сан-Бернарду-ду-Кампу, где почти полвека назад началась политическая карьера Лулы. В 1979 году он, стоя на столе и без микрофона, выступил здесь перед 60 тысячами бастующих металлургов. Это движение привело к созданию партии трудящихся и сделало заводского рабочего Луиса Инасио Лулу да Силву первым президентом Бразилии из рабочего класса. Теперь состав его сторонников существенно изменился. Бразилия – это в основном серый рынок труда. Доля официально трудоустроенных бразильцев сократилась с 46,7% в 2010 году до 38,2% сейчас. Одновременно безработица опустилась до рекордных 5,1%. Все больше людей зарабатывают без заключения договоров и контрактов. Через цифровые платформы работают 2 миллиона 100 тысяч бразильцев, на 170% больше, чем 10 лет назад. Партия Лулы предлагает сократить рабочую неделю, регулировать оплату, социальные взносы и алгоритмы платформ. Предыдущий законопроект провалился, новый застрял в Конгрессе. Компании сопротивляются, а многие курьеры и водители опасаются государственного контроля. Их голоса пытается привлечь главный правый соперник Лулы, Флавио Болсонару, сын осужденного на 27 лет тюрьмы за попытку государственного переворота бывшего президента Жозе Болсонару. Сотни мигрантов, оставшихся в испанском анклаве Сеута, вышли на протест, требуя предоставить им убежище и не возвращать их в Марокко. Акция прошла на городском пляже Эль-Трамполин, где многие мигранты вынуждены жить в тяжелых условиях из-за нехватки мест в центрах размещения. По оценкам, после массового перехода границы в Сеуте остаются несколько тысяч человек, тогда как большинство прибывших уже добровольно вернулись в Марокко. Протестующие держали испанские флаги и плакаты с надписями: «Мы не хотим возвращаться в Марокко, и мы тоже люди». Люди жалуются на отсутствие нормальных условий жизни, нехватку доступа к городу и неопределенность относительно своего будущего. Однако министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласко заявил, что нелегально прибывшим мигрантам не разрешат оставаться в анклаве или переезжать на материковую часть страны, за исключением отдельных случаев крайней уязвимости. Многие марокканцы, с которыми пообщались журналисты, говорят, что решились на опасный путь из-за низких зарплат и тяжелых условий труда на родине, несмотря на наличие у некоторых высокой квалификации. Теперь мигранты требуют от испанских властей конкретного решения, утверждая, что не хотят возвращаться в Марокко и готовы добиваться права остаться в Испании. Мы ждем убежища, потому что люди из других стран, которые находятся здесь, получают убежище. Почему только марокканцы не могут получить убежище? Почему только марокканцы? В чем наша вина? Я не могу сказать вам, что все марокканские мигранты здесь хорошие. Все, чего мы хотим, это решение, работа. Все они хотят работать. Если кто-то плохой, то полиция отправляет его обратно в Марокко. Мы действительно страдаем. Мы спим у моря, нам холодно, воняет. Мы очень страдаем. Полиция не пускает нас в центр города. Постоянно выгоняет. Говорит, чтобы мы убирались оттуда к черту. Мы не хотим возвращаться. Мы просим убежище. Спасибо жителям Сеуты за все. Я мигрант, я хороший человек. Я хочу зарабатывать на жизнь. Мы тоже страдали. Мы тоже пересекли границу с Испанией, рискуя своей жизнью. В Греции лесные пожары охватили сразу несколько популярных курортных районов в разгар туристического сезона. На острове Саламина к западу от Афин огонь привел к гибели 2 человек и травмировал еще нескольких. Из прибрежных районов местных жителей и туристов эвакуировали, часть людей вывезли на пассажирских паромах. С огнем борются сотни пожарных при поддержке авиации. Однако сильный ветер осложняет тушение и способствует быстрому распространению пламени. Пожары также бушуют на севере страны, в популярном курортном регионе Халкидики, где огонь подошел к жилым домам и пляжам. В некоторых районах дороги оказались заблокированы, поэтому людей приходилось эвакуировать морем. А местные жители связывают начало одного из пожаров с падением электроопоры и искрами, которые подожгли сухую траву. К сожалению, 2 человека погибли на острове Саламина, когда начался пожар, еще до прибытия экипажей. Их тела были обнаружены пожарными во время тушения. В этом районе дует очень сильный ветер. Порывы достигают 7 баллов по шкале Бафорта. Это способствовало быстрому распространению огня до опасных размеров, и в течение 7 минут он быстро распространился в сторону ближайших населенных пунктов. Тем временем крупный лесной пожар в Испании удалось стабилизировать после более недели интенсивной борьбы с огнем.
Возгорание началось в районе города Ньебла и быстро распространилось по территории провинций Уэльва и Севилья. Пламя уничтожило огромные площади леса и стало одним из самых масштабных пожаров последних лет в регионе. В воскресенье жители Ньеблы вышли на улицы, чтобы поприветствовать и проводить военнослужащих, которые 10 дней участвовали в операции по борьбе с огнем. Глава Андалусии Хуан Мануэль Морено заявил, что пожар стабилизирован, и назвал его самым масштабным за время своего пребывания на посту. 4 картины кисти художника эпохи Возрождения украдены из музея города Мессина на острове Сицилия. Это произведения уроженца города Антонелло да Мессины, написанные в 15 веке. Неизвестные злоумышленники проникли в здание музея и вынесли картины. По словам руководства музея, сигнализация была включена, но преступникам удалось обойти и ее, и индивидуальные системы безопасности, охранявшие именно эти экспонаты. Украдены 4 крайне ценные работы мастера Возрождения, 3 из 5 панелей полиптиха Святого Григория и уникальная двусторонняя картина, на лицевой стороне которой изображена Мадонна с младенцем, а на обороте сцена оплакивания Христа. Чтобы похитить ее, преступникам пришлось вскрыть стеклянную витрину. Судя по всему, изначально воры украли 6 картин до Мессины, но 2 нашлись в здании музея. По неизвестной причине преступники оставили их. Злоумышленники воспользовались тем, что в Мессине проходил религиозный праздник Ваара в честь Вознесения Богородицы. Ваара всегда привлекает в город тысячи туристов и сопровождается шумными уличными гуляниями. Так что внимание и горожан, и полиции отвлечено от музеев. Сегодня нас буквально потрясла новость, которая казалась нереальной, в которую никто не мог поверить. Невероятная кража, затронувшая самые важные работы Антонелло прямо в городе Антонелло да Мессина. Эта история повергла нас в шок. Это удар в самое сердце. Последнее приобретение министерства, небольшая работа Антонелло, оцененная в 15 миллионов евро. Это явно привлекло внимание, особенно похитителей произведений искусства, и повысило рыночную стоимость этого выдающегося художника, являющегося важнейшим живописцем европейского возрождения. Кража произошла, когда системы сигнализации и безопасности музея работали в полную силу, а охранники находились на дежурстве. Полиция обнаружила 2 панели полиптиха за пределами музея. Поэтому они приехали в музей, чтобы забрать эти 2 панели. В хорватском Госпиче жители вышли на акцию протеста, требуя немедленно очистить территорию одной из крупнейших в стране незаконных свалок, где накоплено около 37 тысяч тонн опасных отходов. По данным экспертизы, на заброшенном промышленном комплексе находятся промышленные и техногенные отходы, пластик, остатки электроники и медицинский мусор. Причем львиная доля отходов захоронены под землей. Исследования подтвердили загрязнение почвы тяжелыми металлами, а в грунтовых водах обнаружили токсичные соединения, в том числе так называемые вечные химикаты. Местные жители опасаются, что загрязнение может угрожать источникам питьевой воды и требуют от властей не откладывать очистку территории. Скандал получил широкую огласку. После того, как в феврале 2025 года хорватская полиция при поддержке Европола задержала 13 человек по подозрению в незаконном обращении и утилизации отходов. На фоне общественного давления президент Хорватии Зоран Миланович призвал начать очистку немедленно и заявил, что виновные должны понести ответственность. За 2 года наших протестов правительство говорило нам о 3 месяцах, 6 месяцах, 12 месяцах и до сих пор даже не выполнили свою так называемую процедуру. Но люди, как возможно, что в Ликасенском уезде кто-то получает право загрязнить 60% территории, то же самое министерство проводит строгие проверки нас, обычных граждан, в то время как, с другой стороны, то же самое министерство выдает разрешение на сброс отходов в охраняемой законом зоне. Таким образом, у нас есть структурные проблемы в обществе, потому что это правительство не создало систему в соответствии с законом. Я пришла сюда, чтобы поддержать сегодняшний протест. Я была на прошлом протесте и буду на протесте в Загребе. Потому что это печально, это ужасно для всей Хорватии. Я имею в виду, это экоцид. И мы боимся за наших детей, за наше здоровье, потому что вода — это жизнь. У воды нет цвета, вкуса и запаха. Она не синяя, не черная и не красная, потому что если она станет такой, значит, что-то не так. И мы здесь из-за воды, из-за наших детей, из-за жизни. Китайские исследователи разогнали экспериментальный поезд на магнитной подушке с места до 800 километров в час всего за 5,3 секунды, установив новый мировой рекорд. Эксперимент был проведен на испытательном полигоне длиной 1 километр в провинции Хубэй, это центральный Китай. Поезд весом в 1 тонну достиг максимальной скорости, проехав около 600 метров, а затем безопасно остановился в конце трассы.
По данным китайского государственного информационного агентства, это был третий рекорд скорости, установленной лабораторией. Одной из важнейших особенностей технологии магнитной левитации является то, что колеса транспортного средства не соприкасаются с рельсами. Сильные магнитные поля удерживают поезд над направляющим рельсом, а ускорение также осуществляется электромагнитными силами. Цель эксперимента – прежде всего проверить пределы электромагнитной тяги, левитации, энергоснабжения и управления высокой скоростью. При этом для повседневных поездок недостаточно построить скоростной поезд. Необходимо также решить проблемы безопасного разгона и торможения, допустимой нагрузки для пассажиров, чрезвычайно дорогостоящей инфраструктуры путей и экономичной эксплуатации высокоскоростной сети. Поэтому рекорд пока является скорее технологической демонстрацией, чем предвестником скорого запуска железной дороги с такой огромной скоростью. В Киевской области местные жители стали свидетелями необычного зрелища. Причина тому аисты, которые буквально заполнили поля и окраины населенных пунктов. Птицы массово слетаются на участки, где работают тракторы и комбайны, и ищут пищу на свежей пашне. Сельхозтехника переворачивает почву и скашивает траву, открывая птицам доступ к мышевидным грызунам, насекомым, лягушкам и другой добыче. Такого нашествия не припомнят даже старожилы. Кажется, птицы собрались на полях со всего мира. На самом деле, подобное поведение для конца лета вполне естественно. В августе птицы постепенно готовятся к дальнему перелету на зимовку, поэтому собираются вместе в местах, где достаточно пищи и безопасные условия для отдыха. Влажные луга и водоемы Киевской области хорошо подходят для этого. Особенно важно, что вместе собираются не только взрослые птицы. Молодые аисты также должны подготовиться к первому в своей жизни дальнему перелету. В Калифорнии в 50-й юбилейный раз прошел необычный конкурс The World's Ugliest Dog Contest, где выбирают собаку с самой необычной внешностью. В этом году главный приз достался 6-летней мопсихе Джинни Лу, которая уже в 4-й раз участвовала в соревновании. Ее главными фишками стали сильно выпученные глаза и длинный язык, постоянно свисающий на бок. Но жюри оценивало не только внешность, а также историю и характер участников. И судьба Джинни Лу оказалась особенно трогательной. Мопса нашли в мороз в горах Южной Кореи. Она была заперта в деревянном ящике, после чего ее спасли, и спустя время она обрела дом в Калифорнии. Джинни Лу любит забираться на кухонные стулья, пробовать еду из чужих тарелок и даже ругаться со своим отражением в зеркале. За победу ее хозяйка Мишель Грейди получила $5000, а сама Джинни Лу стала настоящей звездой конкурса. Второе место заняла альбиносная помесь померанского шпица и чихуахуа Пинки, а третьим стал метис чихуахуа Отто с врожденной особенностью мордочки. Главная цель конкурса – привлечь внимание к собакам, которым сложнее найти хозяев, и показать, что внешность не определяет ценность домашнего питомца. И, похоже, Джинни Лу идеально подходит для этой миссии. Ее история доказывает, что даже самая необычная собака может стать любимицей и настоящей звездой.